Изросшее, уродливое такое на семена не оставляем. Не то чтобы это прямой признак вырождения, но явно указывает, что где-то здесь был перегрев и остановка роста. Так что рисковать не будем. Не сортовой признак. А вот такие вот красавчики уже пойдут на семена. Конечно, вот здесь вот лосунок. Вот это вот, ну, если бы все были проросшие, можно было бы считать, что просто вообще короткий период покоя у сорта. Но вот этот прорастает, да, а вот рядом клубень. Отличный, крупный, все нормально. Ничего не прорастает. И вот этот не прорастает. Поэтому, естественно, вот этот пойдет на хранение. Как пищевой. На семена уже точно не годится. Такой тоже. Ну, на то и лечебный период, чтобы обнаруживать вот такие вот вещи. Итак, конец лета или осень. Собранный урожай картофеля отлежался 2 недели в тепле, в темноте, на предварительном хранении. Что дальше? А дальше у нас обязательно выбраковка с сортировкой на 3 фракции. Первая — семенной посадочный картофель для основного хранения в погребе вплоть до весенней посадки. Вторая — пищевой картофель для основного хранения вплоть до следующего урожая, пока не съедим. Мелкий картофель из этой категории мы отделяем и храним отдельно. И третья — картофель, не подходящий для основного хранения, но который все еще можно съесть в ближайшее время, хотя бы после довольно серьезной обрезки. Ну и мусор, который просто мусор. Благо в нашем случае его немного. А теперь наглядные примеры выбраковки клубней для тех или иных целей. Такое вот. Есть дырка и явно сбитый период покоя. Все, это на еду. За 2 недели гнить не начал, значит можно и хранить. Такое вот. Это у нас будет на семена. Такое тоже. Самое крупное, с самой лучшей программой, без ростков, без повреждений. Это все на семена. Сбитый период покоя и сильный погрыз. Это на еду прям на первое время. Тут вроде трещины, есть повреждения, но все довольно хорошо заросшее. Пойдет и просто на хранение. Такое тоже. И такое. Немножко погрызено, но ростки целые. И один из самых крупных сезона на семена. Этот. С небольшой дырочкой. Но это не израстание. Просто где-то в твердую почву уперся. Тоже из крупных представителей. На семена. Еще один сбитый период покоя и дырка. Побольше. Это тоже в первое время есть. Можно было бы оставить и для длительного хранения. Угу, тоже сильно погрызенный мышами. И сбитый период покоя в любом случае только на первое время пойдет. Не для длительного хранения. Ну, это уже нормально на хранение. Такое тоже все давно заросло хорошо. Хранение. Здесь какое-то сомнительное повреждение явно. Похоже, что будет гнить. То ли там какое-то пятно, что-то такое. На еду в первое время. На семена. Как довольно крупный. На хранение. Недостаточно крупный. Тоже на семена пойдет. Это вроде хороший по размеру, но период покоя сбит. Все на хранение. Позеленел слегка. Нормально. На семена лучше всего пойдет. Пойдет тоже на семена. На семена. Сбой периода покоя, пятно, повреждение. На еду сейчас. Этот нормально храниться будет, несмотря на трещину старую. Но достаточно много в этом сезоне вот таких вот проросших, но не все. Но этот явно перегрелся. Пробили вилами, треснул. На еду на первое время. Казалось бы, все хорошо. Все нормально с сортовыми признаками, но сбит период покоя. Все, признак вырождения. Здесь то же самое. Все, форма соответствует сорту, цвет, все отлично, пятен нету, но явно сбит период покоя. Здесь вот все нормально.
Этот можно бы семена ставить. Это тоже. Здесь. Ну ладно, погрызен, но здесь мало того, что сбит период покоя, но еще и нитевидные ростки сразу. То есть это уже однозначный вырожденец. Ну, на хранение пойдет. Здесь тоже слегка придавили. Видимо, вернее, почва придавила. Что-то было видно вот тут твердое. Но так все нормально с ним пойдет на семена. Он уже на семена довольно много красавчиков. Мелочь можно было бы и на семена оставлять, если крупных нету и нормально ростки вырастут. Но нам хватит крупных. И из крупных продуктивнее растения, чем из мелких растут. Красивый, крупный, но сбой периода покоя и нитевидный росток. На хранение. Погрызен сильно, но давным-давно зарос и явно сохнуть уже не будет, пересыхать. На хранение. Средний размер вполне подошел бы на семена, если бы мало было семенного. Ну, в нашем случае пойдет на хранение. Этот тоже. Пропадающий из-за пятна, погрызанный, со сбитым покоем вырожденец. Ну, такое только на первое время обрезать. Прямо сейчас съесть. Фуражная мелочевочка горошек у нас пойдет на еду для блюд, не требующих чистки. Например, обжаривание в мундирах. Иногда готовим и блюда, где картофель готовится прямо с кожурой, по аналогии с блюдами родины картофеля. Например, мелкий обжаренный картофель, когда он вместе с кожурой и используется в пищу. Между тем нашу картошечку солим, добавляем лучок и перемешиваем. Картошечка готова, и мы ее отставляем. Ну что, пора трапезничать. Есть буду на улице. Или у нас есть весьма экзотический вариант приготовления картофельного пюре с удалением большей части кожуры с помощью обычной дырчатой толкушки уже после того, как картошка приготовлена, например, в микроволновке. В этом случае большая часть кожуры собирается, застревая в отверстиях, и достаточно счистить собранную таким образом кожуру потом просто в мусор. Конечно, можно так поступить и с мелким картофелем. Как видите, кожуры в пюре осталось немного. Кстати, так гораздо меньше отходов самой картофельной мякоти и не нужно тратить время на чистку картофеля. Но этот вариант готовки с удалением кожуры подходит прежде всего для малых объемов, буквально на 1-2 порции. И удаляет кожуру не идеально, поэтому вряд ли подходит особо придирчивым хозяйкам или для готовки к праздничному столу. Конечно, мелкий картофель, если он нормальный или его еще можно обрезать, это тоже еда и не обязательно его и чистить. Конечно, бывает такое, что уже и на еду тут особо отрезать-то и нечего, можно сразу выбросить. Или вот такое, например. Торчал, позеленел, тут его припекло, обожгло вообще. Тут уже обрезать нечего, скорее всего, он сквозняком пропитан солонином. Так что это все на выброс. Все красиво вроде бы, да, но есть дырочка. Ну это ладно, фигня в принципе. Не страшно с таким повреждением, и храниться нормально будет, скорее всего, пока же не сгнил за 2-3 недели. Но период покоя сбит, это только на хранение. Для еды в зимний период. Ну, здесь более яркие признаки сразу вырождения. Есть повреждения, несерьезно, не страшно, подсохло, зарубцевалось нормально, но на семена точно не пойдет. Только на хранение можно кинуть. Во-первых, клубенек полез и нитевидный росток. Плюс сбитый период покоя. Тоже только на хранение. Для еды. Итого По сорту Альвара. получилось 5 фракций. Семенной фонд. Ну и поскольку оставляем с запасом на возможное вырождение в процессе хранения, еще могут вырасти нитевидные ростки запросто к весне, и заболевания могут какие-нибудь проявиться. Но пока вот самый крупный оставили на семена. Средний, некондиционный, неподходящий для выращивания тут. И крупный попадается всякий, с ростками и прочими признаками вырождения. Это на еду. Ну, то, что нечищуемое для нечищуемых блюд. Сразу отдельно. Горошек. Партия
Это то, что в первое время, вот прямо сейчас Под обрезку. надо есть, пока оно не пропало, не засохло и так далее. Ну и то, что лучше уже и не пытаться есть. 5 партий. Упс. Дальше с Evolution такая же ситуация. Прошлись, крупняков повыбирали, самых сильных, на семена. Конечно, это все съестся по большей части. На самом деле тут запас раза в 3, а то и в 4 по семенам. Остальное просто все это съедим. То есть лучшую картошку мы все равно по большей части съедим, самую крупную. Но штук вот по 20 нам примерно надо будет на семена выбрать. Всего-навсего. Но остальное, все это еда весной у нас будет. Ну и середнячки. Вот. Отдельное ведро. Но которые с явными такими, с непонятными повреждениями, что есть сомнение, что храниться будет. Ну, это можно съесть сразу, даже если крупное. Кстати, относительно Альвара, у Evolution не попалось ни одного проросшего сейчас. Хотя по весне у него самые длинные ростки. То есть за зиму, если тепло в погребе, он порастает сильнее всех вот остальных сортов, которые мы сейчас выращиваем. Обгоняет в том числе и Альвару. Ну тут сейчас нигде периоды покоя сбитые не попались. И это радует. Сорт пока довольно стабильно растет в наших условиях. Да и Альвара тоже, но сбой периода покоя попадает чаще. Например, с импалой тут проще. Тут в целом в среднем картошка явно вырождается интенсивно. Это видно по размеру. Она стала явно мельче, чем первые пару сезонов. И будем держать курс, купить новый посадочный материал. Потому что сорт нам понравился, и поскольку даже пищевой 3 года у нас нормальный урожай давал, вполне можно его выращивать, но, вернее, даже если при том, что не получается длительно самому семенной материал в жарких условиях дольше 3 лет выращивать. Так что у импалы переборка сведется на одну партию, будет меньше. Да, попалось импалы несколько представителей со сбитым периодом покоя. Вот, например, тоже. Но прежде всего сейчас дело в размере. Явно гнилого сейчас вот такого не попадается, но на то и лечебный период, чтобы обнаруживать вот такие вот вещи. Одна картофельная явно сгнила, вот эти вот рядом лежали, видно, что они жидким были покрыты. Но достаточно тепло, просто все это высохло и все. По крайней мере здесь, вот на эту партию одна такая попалась, а гнилого в общем-то и нет. Для того и нужно предварительное лечебное хранение, чтобы вот такие экземпляры не попадали в массу картошки на основное хранение в погреб. Потому что от них потом могут более серьезные проблемы быть при хранении. Она даже рассыпалась буквально в пыль. И, кстати, у голубизны тоже ни одной проросшей пока не попалось. Нормальный период покоя держит. Тоже отобрали на семена. Нравится сорт. Шероховатая такая поверхность. Не сказать, что она прям слишком гладенькая. Довольно выраженные глазки. Но не слишком глубокие все равно. Это сортовые признаки. Шероховатая форма. Похожа на Ариэль, но по вкусу не сравнить, конечно. Здесь вот у сюрприза ничего не прорастает. Ну, тут можно и крупные практически все оставить на семена. Здесь вот крупный клубень можно было на семена оставить. И даже повреждение довольно хорошо старое заросло, но сожрали именно верхушку здесь у него. И ростков в другой части мало. Хотелось бы ростки именно верхушечной части как более продуктивные. Так что тоже пойдет Для еды. на хранение. Дальше картошку, выбранную для основного хранения, перемещаем в погреб. А остальные выбраковки будут уже не скоро, аж весной. Вот пока и все. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки, И подписывайтесь на наши каналы. чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия? Пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 140 стран, комментируют и читают.
Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо. Все, семенной картофель отобран, расписан. На всякий случай снимаем. На случай, если мыши залезут и растащат бумажки с названиями, что такое было как-то. Вернее, там не мыши были, землеройки, но сам факт